вам сегодня показать, как присоединить вот эту планку, которая у меня в виде косы, к горловине спинки. У меня осталась от закрытия одна петля. Вот она, одна петелька осталась от закрытия. И мы сейчас вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, для того, чтобы у нас всегда вот эти петли накрывали петли, которые мы будем использовать для соединения. И продолжаем вязать, как мы вяжем косу по этому раппорту. Сейчас у меня нет никаких перекрестов, я продолжаю вязать. Провязала 12 петель косы, кромочная, кромочную изнаночной, поворачиваю работу на изнаночную сторону, снимаем первую кромочную, далее вяжем по рисунку. Провязали изнаночную сторону. Смотрим, у нас осталась одна петля от раппорта косы. И теперь нам нужно будет захватить, мы будем использовать кромочные петли спинки. Вот обратите внимание, здесь шов, вот пошли кромочные петли. Вот ряд кромочных петель, вот она косичка. И мы будем подхватывать крайние дужки кромочных петель. Вот здесь кромочная немножко завернулась, но вот она находится, и ее крайнюю дужечку мы сейчас подхватим и провяжем вместе с нашей лицевой. Так, где она первая? Вот она. Подхватили. Накидываем ее на спицу левую, возвращаем не провязанную от раппорта косы и вместе их провязываем изнаночной, как по раппорту. Смотрим. Видите, снаружи у нас лицевая, и она накидывается на кромочную таким образом, что их в итоге будет не видно, будут видны только лицевые петли косы. Сейчас мы в лицевой стороне, я поменяла спицы. Номер тот же, просто спицы другие. На лицевой стороне. И теперь нам тоже нужно будет захватить одну из кромочных. Вот эту мы уже захватили. Теперь следующая, крайние дужки. Вот у кромочных две стороны. Мы захватываем крайнюю дужку кромочной. Накидываем ее на спицу и вместе провязываем лицевой с уклоном вправо. И снова у нас накрывается эта кромочная. Сейчас у меня должен быть перекрест направо. Мы провязываем 4 петли. Снимаю 4 петли на дополнительную спицу. Оставляю позади работы, провязываю 4 петли с левой спицы, 1, 2, 3, 4. Остается кромочная, я ее тоже перенесу на дополнительную спицу, чтобы уже вместе их и провязать. Перехожу на дополнительную спицу, провязываю снятые до этого на нее 4 петли и кромочную. 1, 2, 3, 4. Хочу вам сказать, что вот таким образом я действую далеко не в каждом случае. Не в каждом случае я закрываю петли горловины. Это могли быть и открытые петли. Также можно было и набрать из кромочных петли
и таким образом подхватывать. Но в этом конкретном случае я решила действовать таким образом. Во-первых, чтобы не было дополнительной петли, если добирать, да, набирать, например, петли из кромочных, это будет дополнительная петля, дополнительный ряд. Он мне не нужен. Мне бы хотелось именно косой закрыть ряд вот этих вот кромочных. И это будет гармонично вполне выглядеть, как я считаю. Вот сейчас пойдет ряд косы, крайний ряд косы, и сразу же идет платочная вязка. Переходим на изнаночную сторону. Сделали перекрест, видите? Переходим на изнаночную сторону. Снимаем кромочную. Провязываем изнаночную сторону по рисунку. Все изнаночными петлями. Все, кроме последней. И точно так же, как в прошлый раз, мы провяжем их вместе с дужкой кромочной петли. С крайней дужкой кромочной петли. Осталась одна петля. Мы ее перенесем для того, чтобы подхватить нам дужку. Видите, вот эта дужечка уже подхвачена. Значит, нам сейчас нужна вот эта крайняя. Подхватили, снова вернули на левую спицу последнюю петлю из раппорта косы. И вместе их провязываем изнаночной. Поворачиваем на эту сторону. Вы видите, да, что полностью кромочные закрываются вот этим вот рядом последним, вернее первой петлей косы. У меня пока нет перекреста, который будет направо. Я сейчас провяжу лицевую сторону, еще раз изнаночную, вернусь снова к лицевому ряду, в котором у меня уже будет перекрест, и будет он налево. Я снова в лицевом ряду, в том ряду, где мне нужно сделать перекрест у косы. Что в связи с этим изменится? Я предполагаю, что ничего. Но мне сейчас нужно перекрестить первые, да, петли. Мне сразу же их нужно снять. Что же мне сделать? Я их снимаю. 4. Поскольку у меня перекрест сейчас будет налево. И теперь мне нужно провязать первую петлю с левой спицы, вот ту, которая сейчас на спице первая. Я подхватываю крайнюю дужку. Видите, эту мы уже подхватили. Подхватываю крайнюю дужку вот этой петли из горловины. Вы видите, да, что вот это вот горловина идет. Вот она. Следующую петлю подхватываю. Следующую крайнюю дужку. Вот она. Накидываю. Ничего страшного, что нить находится между петлями. В любом случае мы сейчас ее провязав, закроем. Провязали первую петлю. Вытянули. Провязали первую петлю. Как-то не очень удачненько. Все. Провязали первую петлю. Провязали вторую, третью и четвертую. И теперь переходим на дополнительную спицу. То есть, в принципе, ничего страшного не случилось в связи с тем, что нам нужно было делать перекрест, уже снимать первые 4 петли. 1, 2, 3, 4. Провязываем оставшиеся петли на левой спице. В общем-то, так каждый раз, я надеюсь, вы поняли, что те, которые вы не видели сейчас, ряды, которые я провязала, они тоже, естественно, должны были, подразумевалось, подхватывать каждый раз крайнюю дужку кромочной петли, наружную дужку кромочной петли. Вот посмотрим, что у нас получается. Получается вот что. Вот у нас кромочные петли, вот у нас горловина. И мы таким образом, видите, закрываем. Вот эти кромочные, они закрываются. Вот он шов. Так, где у нас шов? Вот шов. И мы сейчас их уже не видим. Сразу же идет платочная вязка. Вот таким образом мы действуем до середины горловины. Мы провязываем одну сторону до середины горловины. А следующую сторону мы тоже провязываем с другой стороны до середины.
Значит, с левой стороны планку в виде моей косы мы присоединили практически до середины. Вот середина, вот серединная кромочная. К последней перед ней мы присоединили ряд. С левой мы закончились. Переходим на правую. Здесь у меня сейчас по раппорту тоже нет никаких перекрестов. Мы в лицевой стороне. Так, просто провязываем в лицевую сторону 12 петель с кромочной 13. И точно так же, как и в том ряду, как и на левой полочке, мы будем присоединять точно таким же образом, подхватывая кромочные крайние дужки кромочных. Оставляем одну петлю, перенесем ее не провязанную, видите, на спицу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, здесь все присоединено, и пошли кромочные. Вот она, кромочная. Подхватываем ее. На левую спицу, крайнюю дужку. И накидываем. Возвращаем, вернее, на левую спицу также не провязанную петлю. И теперь провязываем их вместе. Лицевой. Но нам теперь нужен уклон. Был у нас в правую сторону, теперь нам нужен уклон в левую сторону. Мы их просто перевернем. Как бабушкина она у нас лицевая теперь. И за заднюю стенку провяжем лицевой. Все. Мы ее подхватили. Переходим на изнаночную сторону. Сейчас мы в изнаночном ряду. И теперь нам нужно будет вот нашу провязанную изнаночную, которую мы последнюю лицевой на лицевой стороне провязали, мы ее перевернем таким образом, чтобы она была задней, правой стенкой позади. Теперь берем следующую кромочную, вот крайнюю дужку. И вот таким образом накидываем на спицу, чтобы они тоже, правая стенка была как бы позади. И теперь их вместе за заднюю стенку провязываем изнаночной. Не скажу, что это будет очень легко. Одну, вторую. И провязываем изнаночной. Я провяжу классической, бабушкиной, поскольку так будет проще. Придерживаем. И обе провязываем. И вот в таком случае она у нас встает как нужно. Сделайте по-другому, она может перевернуться. И будет уже выглядеть на лицевой стороне некрасиво, перевернутая. Нарушится рисунок косы. И теперь продолжаем по рисунку вязать изнаночную сторону нашей планки. Провязали изнаночную сторону. Поворачиваем на лицевую. Сейчас у меня, наверное, должен быть перекрест. Я проверяю. Раз, два, три. Да. Сейчас у меня должен быть перекрест направо, налево. Значит, снимаю 4 петли на дополнительную спицу. Оставляю перед работой. Провязываю 4 петли. С левой спицы. Раз, два, три, 4. Возвращаюсь на дополнительную спицу, провязываю с нее 4 петли. Провязываем оставшиеся на левой спице 4 петли. 3.
Раз, два, три. Снова подхватываем. Переношу на правую спицу не провязанную. И снова нам нужно подхватить кромочную левой спицей. Подхватываю следующую кромочную. Возвращаю непровязанную на левую спицу. И вместе их провязываю лицевой. Предварительно перевернув, видите, за заднюю стенку, для того, чтобы у нас был уклон налево. Как видите, мы изнаночную, и изнаночная как нужно встала. Все закрывается, кромочные закрываются ровными петлями косы последнего ряда. Теперь мы переходим на изнаночную сторону. И на изнаночной стороне мы делаем то же самое, переворачиваем петлю. Таким образом, чтобы стеночка правая у нас была позади. Переносим нить вперед. Снова накидываем следующую. Так, мы эту подхватили, вот эту. Лишнего не зацепить. Вот таким образом накидываем. Получается, что у нас правые стеночки как бы позади стоят. И теперь мы снова обе провязываем изнаночной за заднюю стенку. Провязываю бабушкиной изнаночной, поскольку так будет проще. Что-то зацепили. Вот так. Снова смотрим. И все ровненько опять встает. Далее вяжем по рисунку изнаночную сторону. Переходим на лицевую. Сразу же посматриваем, сколько у нас осталось до середины. То есть мы зацепили вот эту кромочную. У нас осталось, получается, одна. Одна, и она лежит посередине ровно. И вот эту петлю посередине мы оставим для того, чтобы когда мы будем соединять две стороны, левую и правую нашей планки, мы подхватим тоже вот эту одну петлю, именно которая лежит посередине. Я сейчас хочу перенести на меньше размером спицы, чтобы мне было удобно провязывать. Я перенесу, например, это будет у меня спицы 5 размера, хотя вяжу сейчас 8. А провязывать уже 2 ряда я буду 8 номером спиц. Перенесла на пару спиц. Видите, нити у меня с одной стороны. Вот 2 планки. Вот серединка, ее уже, в принципе, можно убрать, этот маркер, чтобы он мне не мешал сейчас. Вот видите, вот последняя, вот мы подсоединили. И тут, видите, вот последняя с одной стороны. И получилась одна срединная. Вот сейчас мы к ней и будем подсоединять. Если у вас, например, получилось ровное количество, и то есть одна, вторая, и посередине этой петли нет, значит, вы просто соединяете их в одну, не присоединяя уже, чтобы вот какой-то там петли, ее просто нет. Теперь я поворачиваю их на изнаночную сторону, подсоединив друг к другу. Я сейчас смотрю, какая меня больше устраивает нить, поскольку они обе с одной стороны. Одну из них вы позже отрежете подлинней и спрячете в ряд петель. Есть другой вариант. Вы можете просто закрыть их и сшить между собой так, как вы привыкли. Либо шить каким-то другим способом по открытым петлям, иглой. Я сейчас иглой этого делать не буду. Я сейчас обе эти
стороны соединю на 3 спицах. Выбираю себе наиболее удобную для меня нить. Значит, мы вяжем сейчас все их лицевыми петлями. Так, я опять вторую нить присоединила. Так, все. Как сказала, вторую нить позже вы отрежете и спрячете. А сейчас мы сначала смотрим на петли, поскольку вот эти кромочные, они у нас стоят правой стенкой позади. Мы их обе за заднюю стенку провязываем лицевой одной из нитей, как сказала, и обе вместе снимаем. Далее снова провязываем. Теперь уже пошли передние стенки. Снимаем. И сразу же накидываем. То есть мы одновременно будем закрывать. Снова провязали за переднюю стенку лицевой. Сняли. Снимать не забываем. И снова вот одну из спиц я использую для закрытия сразу же. Продолжаем дальше. Снова за передние стенки 2 вместе. С одной и со второй спицы провязываем лицевой. Снимаем. И сразу же я одну из спиц использую для закрытия. Сразу же накидываем. Сейчас провязываем оставшиеся 2. С этих 2 спиц провязываем лицевой одновременно. Лицевой одновременно. Сразу же мы ее накинем. Спицы у нас уже ушли. Мы потеряли эту кромочную. Ну вот она, видите, да? Вот, подняли ее снова. Эти петельки хорошенько подтянули. И теперь эту мы тоже провязываем лицевой. И тоже ее закрываем. Можно еще одну провязать для пущей верности и хорошенечко все затянуть. Вот она наша петля, видите? Вот, вернее, та нить, которую мы не использовали. Поворачиваем, что у нас получилось. Смотрим полученное. Вот идет у нас коса. Закрыты полностью линия закрытия петель. Так, где у нас соединение? Вот наше соединение. Вот так вот сделаем. И совсем будет ничего не видно. Видите, прям наш результат хорошо. Нити все мешают. Я вот прям, хочется мне их уже прям обрезать скорей. Вот так вот посмотрим. Вы видите? Ну, меня все устроило. Абсолютно все. Мне все нравится. Теперь я просто хочу скорее вот это все обрезать и запрятать. Вот та нить, которую мы не использовали, отрезаем. Та нить, которую мы закрыли петли, отрезаем. Здесь мы уже и так хорошенечко сделали, подтянули, закрепили. Я вам все-таки
не люблю так оставлять. Я вам все-таки покажу, как спрятать, чтобы никто не мучился. Так. Вот берем хорошенечко вот сюда, в первую, например, чтобы особо не перекрутить, не нарушить наш рисунок. Так, и далее идем вот таким образом. Можете так. Я люблю делать вот так, изнутри наружу. Изнутри наружу. Это вот ряд закрытия, если вы поняли. Вот таким образом прячем эту нить. Делала я это первый раз. Вот таким образом именно я присоединяла планку первый раз. По закрытым петлям, не поднимая их, накрывая сверху последним рядом косы или первым рядом, смотря какая планка, левая или правая. Обычно я либо оставляю открытыми петлями для присоединения планки, могу просто пришить, отдельно связав планку. Такое тоже было. Но вот в данный момент захотелось мне сделать так. Все, и отрезаете. С этим поступим примерно так же. Так, в какую сторону пойдем? В эту. Так, что у нас здесь? Здесь у нас есть вот такой ряд. Будем прятать в него. Желательно вот именно в эти, в наружные пупырышки к нам. Наружные, чтобы их не было видно на лицевой стороне. Держится она, в принципе, уже хорошо. Ничего не распустится. Это с целью просто, чтобы нить не болталась. Не с целью закрепления. И вот так. Ну, все. В общем-то, вот так это все выглядит. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Кто вяжет такую модель, просто для того, чтобы, например, вам это может пригодиться. Вот такой вариант, скажем так, присоединения планки, если кому-то понадобится. Всего доброго, с вами была Марина, канал Вяжем вместе.